Приехала я на дачу. И вот в таком состоянии меня встречает курятник. И как обычно, прежде чем собирать яйца, я, конечно же, убираю на гнездах. Гнезда куры пачкают, пока меня здесь нет. Это все понятно. Раньше я очень расстраивалась по этому поводу. Очень мне это не нравилось. Но прошло уже 4 года. Этим гнездам уже 4 года. И я уже по этому поводу особо не обращаю внимания на это. Это все хорошо убирается. Шпателем я счищаю это все. Покатилось яйцо, слышу, и вы слышали, яйцо укатилось. Еще одно покатилось. Раньше я заморачивалась по поводу помета. Ну, а теперь шпатель, 1 секунда, и все это прекрасно убирается. На голову лезет прямо. Что, нет свободных гнезд? Иди проверяй. Я думаю, есть. Вот так вот мои курочки несутся в эти гнезда с яйцесборниками, со скатом яиц в яйцесборник. Этим гнездам уже 4-й год. Такие гнезда я бы рекомендовала не только тем, кто держит кур на расстоянии и приезжает раз в несколько дней, но и тем, кто каждый день ходит и собирает яйца. Эти гнезда сохраняют наши яйца от расклева, сохраняют наши яйца от поедания котами. Знаю, что и собаки, мне писали в комментариях, бегают за яйцами в курятник. И от нежелательного насиживания яиц. Также эти гнезда помогают сохранить яйцо в чистоте. Все, идем работать, продолжать. Ну и соберем яйца. Посмотрим, что снесли нам курочки, пока меня не было здесь. Все, что делаю в курятнике, все снимаю и показываю. Не только в курятнике, но и на огороде. На даче у меня живут куры, ну и, конечно же, огород. Все овощи, все возможные овощи я выращиваю у себя на огороде. И все это делаю, приезжая сюда 1 раз в несколько дней. Навожу порядок у цыплят. И вот решила вам показать, как я это делаю.
абсолютно все убираю. Так, я, конечно, убираю не каждый свой приезд, а где-то, ну, смотрю по ситуации, смотрю по обстановке, смотрю по тому, какой пол у цыплят. Если уже видно, что это требует замены, то срочно это делаю. Ну, приблизительно это бывает раз в 2 недели. Конечно же, это зависит и от возраста цыплят, и от количества цыплят, и даже от размера самой курочки-квочки. Если это большая курица, конечно, помета будет больше. Вот, поэтому у этих цыплят вот как раз пришло время навести порядок. То есть я все абсолютно убираю и застилаю чистую новую подстилку. И, как я вам рассказывала, курочки, цыплята, квочки, они всегда выгребают очень много комбикорма. И чтобы это все не пропадало, крупные части соломы, помета я вот так сверху убираю, выношу. Это у меня на навозную кучу все идет. А внизу остается вот такое мелкое. Вот это все я собираю в ведро и отдаю взрослым курочкам. Ничего страшного. Они выберут и из этого всего скушают комбикорм. Ничего не пропадает в хозяйстве. Все это идет в дело. И вот это все я забираю. Маленьким цыплятам это нежелательно склевывать. Они, естественно, ходят и все собирают. А теперь, конечно, застилаю подстилку. В данном случае у меня сухая трава, это сено. Но для цыплят это без разницы. Или сено, или солома, все подойдет. Главное, чтобы было тепло в лапы. И чтобы квочка могла сделать гнездо. Скоро надо начинать копать картошку, поэтому
На картошке срезаю весь высокий вот такой вот бурьян, который спасал картошку от нашей жары. Если бы, конечно, были дожди, жара не страшна для картошки. Но когда нет дождей и очень жарко, до 40 градусов в тени, конечно, картошка не вырастет и будет гореть. Поэтому нужно выбрать такой определенный период, когда перестать полоть картошку, оставить эту зелень, бурьян, и он затеняет нашу картошку от палящего солнца. Но сейчас уже скоро будем копать картошку, поэтому понемногу рву эти, вернее, срезаю секатором и приношу в курятник. Не нравится мне обстановка у этой индюшки с цыплятами. Сегодня приехала и нашла 2 цыпленка неживыми. Крупные, самые большие 2 цыпленка. Наверное, пора индюшку отсюда выпроваживать. Может быть, наступила, может, затоптала, может быть, ударила. Все, что угодно могло быть. Но почему-то очень странно 2 самых больших цыпленка. Поэтому попробую сейчас ее отсадить. Конечно, видела, что ее индюшки обижать будут сейчас, будут бить. Но я думаю, что ей уже пора. Пора ей уходить уже от цыплят. Ну, выйдет она сама. Выходи. Выходи. Будешь выходить? Желающие покушать комбикорм сразу находятся моментально. Пошла. Драки с квочками неизбежны. Так происходит и у кур, и у индюков, и у любой птицы. Пока курица сидит, пока квочка сидит на яйцах, насиживает цыплят, проходит время, и когда она возвращается в основное стадо, они ее воспринимают как совершенно чужую птицу. Поэтому нужно время, чтобы квочка, которая отсажена от цыплят, привыкла. Пойду принесу зелень, чтобы отвлечь внимание от этой индюшки. Срочно надо траву. Как можно на это смотреть? Я не могу на это смотреть.
Она подошла к вольеру и их зовет. Не могу я это выдержать. Заходи. Иду кушать помидоры. Самые вкусные помидоры, сорванные с грядки. Помидоры я свои ничем не обрабатываю, поэтому могу прямо с грядки и скушать. Ой, смотрите, я вам показывала, они были зеленые. Брендивайн абрикосовый поспел. Уже все спелые. Вот эти все можно убирать уже. И делать вкусный сок. Сержант Пеппер. Вот это самый вкусный помидор. Меня, кстати, просили сделать видео топ 5 самых моих любимых помидоров. Но, знаете, это очень трудно сделать, сразу говорю. Но сержант Пеппер там есть. Какая красота! А на вкус это просто вам не передать, какой это вкусный помидор. Наверное, по вкусноте он у меня на самом первом месте. Ну и по урожайности. Я показывала, сколько я уже отсюда сорвала помидоров. Но это красота. Заполняю бункерную кормушку. Вот эта кормушка кормит моих кур, пока меня нет на даче. Насыпаю пшеницу, красивую такую вкусную, и кукурузу, битую кукурузу. И теперь размешиваю. Это очень вместительная бункерная кормушка. Это уличная у меня, она двухсторонняя. Куры могут подойти с двух сторон. С двух сторон могут подойти и кушать. И пока меня нет на даче, куры кушают из этой кормушки.
Зерносмесь в этой кормушке остается всегда сухой. Это очень важно для такой кормушки. В бункерной кормушке должна быть только сухая зерносмесь. И тогда она будет равномерно подсыпаться и кормить курочек по мере съедания. Сколько съели, столько подсыпалось. Для моих курочек хватает надолго. Полная вот такая бункерная кормушка. И еще в помещении 2 кормушки. Зерно здесь не рассыпается. Очень экономная бункерная кормушка. На полу, как видите, зерна нет. И курочка ни лапой, ни клювом выгребти оттуда зерно не может. Это очень важно для любой кормушки. И в помещении у моих кур тоже есть бункерные кормушки. Как только курица снесет яйцо, она сразу же может покушать и пополнить свой запас для формирования яйца. Чем быстрее курочка покушает после снесения яйца, тем быстрее начнется формирование следующего яйца. Наконец-то у меня руки дошли до песка, потому что песочник в катастрофическом состоянии. Давай, помогай мне. Все туда, в эту яму. Куры очень любят в песке рыться. А я поехала еще за одной тачкой. Ставлю ведро песка индюкам, курочкам, ну и что-то подъедят цыплята. Песок в желудке птицы помогает переваривать зерно. Ну и мелкие камушки тоже. Песок и мелкие камушки обязательно должны быть в рационе у птицы. Таким образом мы помогаем переварить пищу и полезные вещества усвоить. Индюшатам тоже ставлю песок. Птицу недостаточно кормить только зерносмесью. Птице еще нужно кушать и песок. Особенно индюки. Это птица, которая должна быть
всегда с песком. О, а как она здесь очутилась? Ты как сюда пришла? Ломан Сэнди. Идем на выход. Пришла комбикорм кушать, да? Идем. Выходим по-хорошему. Выходим по-хорошему. А вот это зола. Ведро золы я высыпаю в песочник. И курочки там купаются. И теперь у меня в гнездах для сбора яиц будет не только будут яйца, но и будет зола. Потому что, как правило, все, что на курочке, песок, зола, все несется в гнезда вместе с яйцами. Зола нужна для кур, для того, чтобы они могли справиться с паразитами, которые могут заводиться у них в перьях. И, естественно, беспокоить. И, естественно, поэтому куры могут перестать нестись. И вот такие процедуры очень важны в курятнике. Даже если паразитов у ваших кур нет, это нужно делать для того, чтобы их не было. Проблему лучше предупредить, чем потом лечить. Не знаю, заметили вы или нет, но у курочки этой квочки очень длинные ногти, и они позакручивались. И вот я не столько за ногти переживаю, как за цыплят. Она гребется, может зацепить цыпленка, а шкурочка у него нежная, кожа нежная. Поэтому сейчас будем делать педикюр. Никогда этого я не делала квочкам, но в этот раз вижу, что это необходимо сделать. Вот такие страшные отросли у нее когти.
Вот так вот это все выглядит. И я думаю, что это нужно обрезать. Делать это нужно очень-очень аккуратно, потому что возле ногтя уже идет сосуды идут. Поэтому вот так вот по чуть-чуть, понемножку. Вот так. Буквально немножко, потому что там дальше может пойти кровь. Это очень-очень опасно. И остановить кровь трудно. Вот, видите? Я думаю, что это ей самой доставляло дискомфорт. Вот смотрите, какой ноготь. Сейчас положу ножницы. Посмотрите, какой ноготь. Посмотрите. Вот, посмотрите, вам видно? Посмотрите, какой ноготь. Он закрутился. И я думаю, что он ей тоже доставляет дискомфорт. Вот этот я уже обрезала. Этот тоже обрезала. И вот этот еще обрежу сейчас. Вот так. Вот этот еще можно чуть-чуть обрезать. Вот так. Ну и все. И теперь они вот, я провожу. Я вот так беру в руку, и мне ничего не колет. Значит, и цыплятам это не доставит дискомфорта. Вот здесь еще обрежу немножко. Вот этот мне цепляет очень сильно, больно. Вот так. Так, еще вот этот обрежу. Вот. Лучше я немножко больше оставлю, но зато нигде не будет никакой ноготь кровоточить. Все, вот так провожу, и мне нигде ничего не больно. Все, можешь идти. Все, совсем другое дело. Ничего ей не цепляет. Возможно, даже это доставляло ей какие-то болезненные ощущения, не знаю. Но то, что она цыпленка могла поранить этим ногтем, это точно. Ну, вот так вот я наблюдаю за птицей и тут же принимаю необходимые меры.
Иду собирать яйца. Кому интересно, приглашаю со мной. У меня на канале практически все сборы яиц есть. Все яйца, которые несут мои куры. 2 сидит, смотрите. 1, 2. Ай! А ну не кусайся. Тут сидит. Тут никого. И тут сидит, несется. Открываем гнезда. Гнезда у меня с яйцесборником. Потому что, как показала практика, если куры находятся на удалении, то обязательно нужны вот такие гнезда. На удалении это значит, что я приезжаю в курятник 1 раз в несколько дней. Куры сами здесь кушают, пьют воду, живут, несутся. Поэтому для таких хозяйств и не только нужны вот такие гнезда. Смотрю, что коричневых что-то стало больше яиц. О, смотрите, какое-то яйцо, наверное, было не очень плотная скорлупа. Это, я даже вижу, что это все-таки не вина курицы, которая клюнула это яйцо, а вот оно, это дефект. Дефект, скорее всего, яйцевода. Проблемы с яйцеводом у курочки, скорее всего, поэтому вот в этом месте, вот я вижу мелкие-мелкие трещинки. Это такое яйцо снесла курица, ну и, естественно, оно повредилось. Коричневых что-то смотрю много. Молодцы. Сегодня буду давать вознаграждение. Как только много несут яиц, сразу готовлю. Ой, какое горячее! Горячее вот это розовое яйцо. Вот это снесла. Горячее розовое. Готовлю вознаграждение, как только вижу, что много снесли яиц. Ну, в этот раз у меня вознаграждение стандартное, остатки со стола. Поэтому они бы были в любом случае. Но мы этого курочкам не скажем. Ну, какое интересное. Я люблю разнообразие. Вот так мне больше нравится, веселее, чем одинакового цвета яйца, одинакового цвета куры. Мне, например, не знаю, как вам, но скучно смотреть на кур, которые одного цвета. Я люблю кур разноцветных, чтобы они были все индивидуальные, они все отличались друг от друга. И тогда веселее. Ну, вы смотрите, она ее, смотрите, долбет, сидит. Сейчас опять снесет яйцо. Иди в соседнее гнездо. Помните, была ситуация? Точно так сидела курица и снесла яйцо. Оно упало на гнездо и тут же на пол. Иди сюда. Иди сюда. Иди, я тебе покажу, где пустое гнездо. Иди. Ой, как вцепилась. Вот сюда, заходи. Заходи. Здесь пусто. Заходи. Вот. Все. Все, все по местам. Нет, надо на голову лезть этой курице. Так, тут у нас сидит Ломан Сэнди.
Поэтому у меня куры разные помеси разных пород. В результате у меня еще 4 яйца будет. Надеюсь, что не только 4. Думаю, что сегодня еще будут яйца. А пока иду собирать дальше. Ага, тут же у меня еще верхние гнезда. О, а тут, смотрите, яйцо аж приклеилось. Съели, видно, его съели прямо в гнезде. И уже упала скорлупа яиц пустая сюда. Так, это я убираю, а яйца забираю. И это хотели клюнуть, видите? Эти яйца забираю. Вот так. Все. Ну и скорлупу яиц обязательно тоже забираю, потому что, чтобы курочки не учились кушать яйца. Если я даю скорлупу яиц, то я даю только в вареном виде, когда чищу вареные яйца. Или же очень мелко разминать. Очень-очень мелко размять это яйцо нужно. Вот приблизительно вот так покажу вам. Очень мелко, чтобы куры не поняли, что это было яйцо. А для них это сейчас просто как пополнение кальцием. Конечно, когда есть гнезда со скатом яиц, со сборником, то уже не страшно. Но я по привычке все равно стараюсь не показывать курочкам, что можно скушать яйцо. Все до единого собрали. А я продолжаю собирать яйца, иду в 3-й вольер. Любопытные сразу проверяют, а я проверяю их на возможность съедения яиц. Вот так ставлю ведро с яйцами. И если никого это не интересует, значит куры яйца не кушают. Если бы куры кушали яйца, уже бы курица клюнула по яйцу. Принимает солнечные ванны курочка. А мы соберем яйца в 3-м вольере. Беленькие, красивые. Смотрите, какие. Вот. Это яйца легорна. Вот такая красота. Яйцо марана и, по-моему, индюшиное одно. И яйцо марана. Все, видите, как в прошлый раз я ей гнездо это не трогала, и так оно лежит. Сформированное гнездо никогда у птицы не трогайте. Я еще не ушла. Я еще с ведром здесь. Показывайте. Может, кто-то снесся. Смотрим. Ничего нету. А ну-ка, не может быть. Ага, видите? Гнезда нужно срочно протирать, потому что там мусор. Ой, горячее какое. Помните, какая здесь сидела курочка, вот которая только что вышла из курятника? Горячее и даже, смотрите, мокрая. И даже мокрая. Молодец. Гнездо пустое не бывает. Идет следующее. Отнесу яйца
и приду почищу в гнездах, потому что вот так вот можно терять яйца. Когда в гнездах есть мусор, яйца будут задерживаться на нем и не будут скатываться. Следующая идет. Я еще не ушла. Это зашла сюда. Вот будет яйцо. Конвейер. И вот пробирается к гнездам. Да? Ты идешь в гнездо? Ну все, иди. Забираю яйца. Все, пусть несутся. Для уборки в гнездах я использую обычную тряпку. Что я делаю? Поднимаю эту крышку, несмотря на то, что здесь сидят курочки. Они могут продолжать нестись. У меня время, деньги. Мне нужно уезжать. Вот, открыты гнезда. Открываю дальше вот так. Показываю вам медленно, но у меня это занимает просто доли секунд. Несмотря на то, что сидит курица, я вот так вот делаю. Вот. Мне главное смести песок, который находится на выходе из гнезда. Ну, ой, а я думала, здесь курицы нет. Есть. Вот, если курицы нету в гнезде, то я, конечно, вытираю рукой, достаю все гнездо и вот так вытираю. Вот видите, тут опасно вытирать, но я вытираю все равно, потому что мне надо, чтобы это яйцо скатилось. Вот, здесь тоже вот так вот этой тряпочкой все протираю. Так. Дальше, то есть практически у меня во всех сейчас гнездах сидят куры, но это мне не мешает навести порядок здесь. Все, и теперь я вот так вот, смотрите, это все песок из песочника, где куры купаются. Они на крыльях, под крыльями приносят в гнезда песок. Пусть лучше несут сюда песок, чем они будут с блохами, и с клещами, и с пироедами. Поэтому это ничего страшного. Все. Главное, на выходе из гнезда чисто. И тогда яйцо, которое снесут вот эти вот 4 курицы, оно прекрасно скатится. Вот так. Вот такая уборка у меня проходит после каждого сбора яиц. Вот так курочка сидит и несет яйцо. Она снесет яйцо, оно скатится и покатится в яйцесборник. Главное не забыть закрыть вот эту планку на застежку и закрыть. Все, теперь открываю, закрываю. И фокус-покус. И здесь сидит курочка. Здесь будет яйцо. Здесь будет яйцо. Тут. И тут. Все яйца будут скатываться в яйцесборник. Сладкое-сладкое яблоко Граф Эзо. Летняя вот такая яблоня. Очень урожайная. Уже давно она готова. Я собираю яблоки для индюков. Все, что упало, для индюков. А домой рву прямо с ветки. Очень сладкое, вкусное яблоко. Граф Эзо.
И вот это заберу индюкам. Ветки вот так подпираем, потому что не выдерживают. Ну, уже большая часть урожая уже собрана. А это несу индюкам на переработку. А вот с семеренкой, яблоком, в этом году что-то нереальное, просто невероятное. Яблок очень много в этом году. Вот так облеплены все ветки. Сколько их много. Все ветки. Я когда прохожу мимо семеренки, мне ее очень жалко. А вот это нижние ветки, которые уже не могут выдержать. Посмотрите, сейчас покажу вам, попытаюсь показать. Смотрите, вот такая нагрузка. Я даже не трогаю эти ветки. Решила эти ветки не подымать, потому что у нас сильные ветра. И если я подыму эти ветки, они, конечно же, отломаются. Под тяжестью яблок все нагнулось. В этом году семеренка вот такая урожайная. А на полу еще больше яблок, чем на ветках. Весь пол, вся земля устелена яблоками. Я всегда люблю анализировать. Вот в этом году огромнейший урожай яблок. А вот весной я срезала вот здесь в центре этой яблони 3 огромные ветки, которые росли прямо вверх, толстые. Толстые. У меня была такая разросшаяся она, эта яблоня. И вот в этом году я эти 3 ветки вырезала. И теперь яблоня дала все свои соки и силы на формирование этих яблок. Я думаю, что обрезка весной этой яблони повлияла на такой сильнейший урожай в этом году. И, конечно же, индюкам трава. Для того, чтобы индюки не кричали и сидели тихо в вольере, принесите им траву. Они сейчас покушают и будут сладко отдыхать. И кричать здесь никто не будет. Вот так индюки заняты. И кричать им некогда.
Для кур собрала яблоки уже под другой яблоней. Вот такая красная у меня есть яблоня. Все яблоки, которые упали, все идут в курятник. И яблоки заменяют сочный корм, заменяют овощи. Но скоро будем копать картошку, копать буряки, морковку. И уже у моих курочек будет вдоволь овощей. Можно было бы натереть на терку яблоки, но в данном случае я использую яблоки еще как занятие для кур, чтобы они занимались чем-то, двигались, шевелились. Поэтому яблоки даю целиком. Клюв довольно крепкий, острый, и курица способна сама расклевать яблоко. И индюшкам принесла тоже золу. Они тоже должны купаться в зале. Ну а теперь вознаграждение за яйца. Остатки со стола. И тут тоже. Это курочки любят. Хорошие. Разноцветные. Это старый дом, в котором живут у меня Маруся с котенком. Весь старый дом у меня для котов. А вот и он, герой.
идет заготовка сена. Обязательно для зимы, для кур. Для того, чтобы куры хорошо неслись, надо трава. Сухая трава для зимы. Все спят. Цыплята Амираукана. Один не спит. Ты сторож, да? Покушали, тепло, и все отдыхают. Тишина. Помидор синяя груша очень-очень урожайный. Их очень много. И еще очень много зеленых. Вот такой синяя груша называется. Не знаю, почему синяя груша. Ну, фиолетовый он только когда зеленый. А когда поспевает, вот такой он. Посмотрите, какая красота. Огромные, сочные. Посмотрите, какие они. И как много их. И вот зеленые пошли. И вот сверху, посмотрите, сколько их. И причем они, смотрите, огромные сверху. И до самого верха. Вот такой. Высота здесь, ну, где-то 1,50 м, наверное. Вот. И при том, что этот помидор пострадал при морозах. Его немножко еще приморозило. У меня есть видео, я показывала, как помидоры подморозились. Именно вот этот куст. Огромные такие. Это бабусин мед. Начинаю копать картошку с ривьеры. Ривьера. Это ранняя картошка. Вот такой вот урожай у ривьеры. Ага, вот еще одна большая. Вот так. Ну, неплохо. Я летом, конечно, подкапывала. И по несколько картошек отсюда брала. Вот. Ага, это уже следующий куст пошел. Ну, вот так как-то. Ривьера. Копаю дальше. И посмотрите, какие экземпляры у ривьеры. Но жалко, что зеленая, потому что была открыта. Посмотрите, ривьера. Вот это да. Я такой ривьеры огромной еще не видела. Ну вот, зеленую это можно оставлять как посадочный материал на следующий год. И, по-моему, в кусте больше нет. Вот так. 3 штуки, но огромные, мелкой ни одной нет. Смотрите, вот я вам показала весь куст. 3 крупные, а мелкой совершенно нет.
Ну что, я думаю, что этим цыплятам можно выключить обогрев. Они уже все в перьях, и им уже будет не холодно. Это цыплята Амераукана. Растут очень быстро. Выпускаю на траву кур не часто. Ну вот сегодня вот такой день. Сегодня попасутся на траве. И вот так я периодически делаю в вольере. Вот так вот. Все сгребаю и вывожу на навозную кучу. Там это пригодится и для перекопки теплицы, и в огород. Это все хорошее удобрение. Особенно, когда вольер сухой. Это сгребается весь помет с остатками травы, которую я привожу для курочек кушать. И получается, что я сгребаю весь помет с вольера в сухом виде. И это отличное удобрение для огорода.
По результату этого года я уже вижу, чего мне не хватает на следующий год. Урожай помидоров не выдерживают вот такие палки. То есть мне нужно на следующий год обязательно заменить все мои колышки. Это колышки не для моих урожаев. Но они отработали свое, им уже очень много лет. Все колышки нужно менять. Как можно удержать вот столько помидоров на вот такой палочке? Это очень-очень старые мои колышки. Посмотрите, какой помидор. Просто шикарный. Лист весь чистый, зеленый. И помидоры опять поспели. Показываю вам помидоры все в подряд. Ничего нигде не выбираю. Все в подряд показываю. И уже хорошо начинают спеть. Наклонился куст на сторону, потому что очень-очень тяжелые помидоры. Германский тидвилл. Интересно, он побьет рекорд прошлых годов? Как вы думаете? Без подкормок, без удобрений. Все равно он гигантский. Вот такой большой. Не знаю, может быть, и побьет рекорд. Они все такие большие, смотрите. Курица, которая была квочка, отсажена за вольер. Через несколько дней уже не квочка. Не надо ее купать в воде, не надо бить током кур. Просто отсадить на несколько дней там, где нет яиц. В другое помещение, в другой вольер, где есть место. У меня такого места не было, я ее просто выпустила с вольера. И все, поставила воду пить. И вот прошло несколько дней, она уже не квочка. Есть более гуманные способы отучить курицу квактать. И перестать насиживать яйца. И начать нести новые, свежие, вкусные яйца.
Баклажаны надо собрать. Опять наросли. Это баклажаны в теплице. И здесь тоже заходят вот такие непрошенные гости. Я жуков собираю, ничем не обрабатываю. Вот такого роста. Где-то уже 1,50 м точно есть. Вот так выглядят баклажаны в теплице. Урожай здесь я собираю регулярно. Вот такая красота здесь. Вот. В теплице баклажаны растут очень хорошо и быстро. Только успевай собирать.